Моя работа в Spirit началась в 2017 году. С Никитой уже были знакомы по бизнесу, потому что у меня как бы было там свое, скажем так, компания и все прочее, и у нас были точки пересечения, и я как бы вот решил с Никитой дальше продолжим, как бы вот именно в области киберспорта, именно вот в Team Spirit работать. Никита до этого сам всем занимался, да, его на все не хватало, потому что, ну, очевидно то, что если есть, будь то это стартап, какая-то компания, организация, будь то что угодно, ну, постепенно это начинает развиваться, и вот человек, который до этого занимался всем подряд, он не может, типа, качественно делать все. Нужно постепенно как-то что-то, какие-то задачи делегировать. С Никитой точки соприкосновения в том плане, то, что я до этого как раз и занимался и финансами, и документами, договорами, и всем прочим, и как раз вот это вот все то, что до этого Никита как-то там пытался, делал, вот это вот все, как бы все это на меня перешло, и я вот постепенно начал вот заниматься сначала финансы, потом потом договора, вот это вот все, и вот это вот все в итоге перешло на меня. Мы были знакомы, наверное, около, может быть, года, чуть меньше. Я и два еще Димы, которые тоже здесь работают в Spirit, вот мы втроем, у нас была своя как бы компания. Начали с ним прямо общаться, дружить. Вполне себе естественно, на самом деле, как-то вот так вот перешло. Люди, ну, типа, оказались на своих местах вот все. Вот как-то так вот, нам так, оп, и как бы вроде все понятно, и ну, все правильно, все логично. Да, на самом деле, я ни с каким хаосом ничем не столкнулся, потому что все было довольно просто. То, что касается там документов и прочего, есть контракты, договора с турнирными операторами, там еще рекламные, вот это все. Я больше с цифрами, с договорами, то есть мне это прям, можно сказать, наверное, легко дается, потому что, у меня вот прям как-то это вот просто. То есть я там хоп-хоп-хоп, и как бы и все нормально. То есть поэтому я ни с каким хаосом, ни с чем таким вот не столкнулся. Из-за того, что народу не так много, не значит, что я занимался только вот этим, да, например. Нет, то, что есть только человек функции и все, да, то есть люди, они все равно как бы много чем занимаются. То есть нет такого, то, что я там только финансы, только договора, да, такого очевидно нету. Мы дохватываем как-то вот, разные, скажем так, сферы и прочее. То есть это не то, что там вот просто там вот что-то посчитать, что-то там это учесть и вот какой-то договор посмотреть. То есть это немного не так работает. Какие-то там есть проекты, какие-то, может быть, там сайт-проекты, еще что-то. Более глобальное решение, как, что, куда двигаться, вот это вот все. Просто решаешь какие-то вопросы, которые появятся в дальнейшем, да, то есть что-то надо, наоборот, предвосхитить, какие-то проблемы, которые могут появиться. Потому что, опять же, все из-за того, что мы сейчас и в Сербии находимся, и все прочее, да, то есть как бы есть очень много всяких нюансов, да, которые нужно как-то решать, которые, так, со стороны, скажем так, не видно. Это можно рассмотреть на примере нашей релокации в Сербию. То есть решение было принято довольно быстро, и покупка билетов вместе с Никитой, и буткемп первый, чтобы временный, чтобы было где что находиться, где жить, как, что. Я там нашел человека, чтобы как-то связаться, вот нужно тут компьютеры, вот тут это, вот на столько-то дней, потом вторая команда, это уже будет вот там-то все это сделать, так, нужен офис, это вот значит мы с этим же человеком, так, у тебя есть офис, окей, все хорошо. На примере релокации, вот если вот говорить, то это вот так вот, да. Почему выбор пал на Сербию касательно переезда? Из-за того, что более простая легализация и нормальный интернет. Есть очень много интересных вариантов, но там есть проблемы с интернетом. И так как нам нужно, чтобы был хороший пинг, потому что в первую очередь нужно же, чтобы игроки могли играть комфортно. Сербия с точки зрения вот этих суммы факторов была оптимальным вариантом. Плюс были какие-то условно там контакты, чтобы как-то что-то, если... Даже не то, что помощь, вот именно консультацию, как правильно все это сделать касательно поиска жилья для сотрудников, для игроков. Поначалу все были в отелях, потому что сразу жилье не найти, но в течение, я думаю, где-то 2-3 недель нашли квартиры для игроков, для большинства сотрудников. Нужно, чтобы всем было более-менее комфортно, типа из того, что исходя из тех реалий, которые сейчас есть. Это мы и решали. То есть было ли это сложно, несложно, я на самом деле не вспомню. Это вот, как было и было. Скажем так, вроде довольно необычные условия, но для меня это не вызывало то, что я там был в стрессе, еще что-то. Просто делаешь и все. То есть ты даже не задумываешься о том, что это сложно, легко, либо еще как-то, в целом я не особо эмоциональный человек, поэтому для меня это
как бы нет такого, то, что сейчас у меня нет эмоций, а потом они там это накапливаются, и потом для меня это будет как-то там тяжело, или я что-то буду там у себя в голове там потом продумать. У меня такого нет. Сделали, было, клево получилось, все, типа, поехали дальше, там другие дела решать. Есть кошка, которая была в Москве, мы также ее релоцировали сюда со всеми документами, со всеми делами. Сейчас она вот живет у меня. Появилась еще одна кошка, которая сейчас тоже живет у меня. 2 кошки, одна как раз, вот, скажем так, тимспиритовская кошка. Прибежала зимой, ворвалась прям на буткемп, такая, оп, все. С тем, что у нас там еще было 2 кошки, но они были уличные, то есть так и осталось. Сейчас тоже у нас 5 кошек приходят и уходят. Повсюду с нами, везде кошки. Есть такое. Наши отношения с Никитой точно можно назвать дружбой, потому что мы с ним взаимодействуем не только по работе. Я, например, живу на буткемпе большую часть времени, и мы с Никитой, живем под одной крышей зачастую. То есть если куда-то поехать отдыхать, тоже мы как бы с Никитой, это и есть дружба, да, в том числе. Органично все вплелось, то есть из-за того, что я все задачи самостоятельно практически выполняю, то есть и как-то так это вот все идет, поэтому да. Больше всего запомнилось, наверное, Мексика. Это еще было году, наверное, в 18-м, может быть. То, что запомнилось из поездок, еще мне в Черногорию на машинах. Вот, потому что вот само путешествие на машине, в этом есть какая-то своя атмосфера, это очень прикольно. В Черногории вот там есть ущелье очень длинное, там очень прикольно ехать на машине. Это вот, если так вот, типа, по-простому. С отдыхом еще сложно из-за того, что очень много работы. Когда уезжаю, например, и там я, и Никита, и еще кто-то, то очень сложно подобрать еще время, чтобы особо там не дергали, скажем так. Невозможно полностью абстрагироваться, это очевидно, потому что все что угодно может произойти в любой момент времени, как бы где бы то ни был, поэтому да. Обычно, когда мы с Никитой едем в отпуск, Никита умеет отключаться, и у него бывает то, что он отвечает или что-то делает только на то, что действительно кажется ему важно. Полностью абстрагироваться невозможно, но он пытается, да, то есть в том плане то, что отдых должен быть все-таки отдыхом, немного нужно уметь переключаться куда-то. Я не умею переключаться, для меня это тоже сложно. Условно отдыхаешь, ты все равно о чем-то думаешь, что вот так, по приезду нужно сделать будет вот это. Так, это нужно будет сделать срочнее, это ладно, так и быть, подождет. Вот это, это нужно сделать было вчера, наверное, уже, поэтому ладно, сделаю сегодня. Лично для меня из-за того, что нет офисного формата работы, фактически, то есть я вот работаю, у меня условно свободный график. Работаю тогда, когда мне удобно. На отдыхе хочется и отдохнуть, да, с одной стороны, но вот лично для меня это нет проблемы, чтобы что-то там сделать, да, там, как вы что-то написали, нужно это сделать. Такой, окей, ладно, сделаю. То есть для меня это не проблема. Я не очень люблю рано вставать, поэтому я и дела делаю как бы ближе к вечеру. То есть для меня начало рабочего дня где-то вот в 2, в 3, в 4 часа это как будто бы нормально. При этом я могу заканчивать в 1 ночи, в 2 часа ночи, в 3 часа ночи. То есть для меня это тоже не является проблемой, зависит просто от того, как это все идет. Вот у многих, кто любил и любит компьютерные игры, в основном все играли вот вечером и ближе к ночи, потому что, там днем у тебя учеба, работа, и ты занят. Такой вот режим, и сохранился текущий момент времени, и в свободное время любим поиграть и Dota, и CS, и World of Warcraft, или еще что-то. И такой вот график как раз мы там можем работать до 12 до часа, потом еще немного поиграть, да. Так происходит практически каждый день. За эти годы дружбы, я думаю, научился мыслить немного по-другому. Выходить за рамки, скажем так, это действительно необходимо, и это очень полезный навык, то, что нужно смотреть на картину с разных углов, скажем так, пытаться предугадывать какие-то действия. Возможно, Никита это даже больше интуитивно как-то получается, то есть это не то, чтобы прям вот какой-то там сложный анализ. По крайней мере, вот со стороны это выглядит, что вот как-то вот есть какое-то вот наитие, чуйка, я не знаю, просто вот интуитивно какие-то вот вопросы, проблемы, то есть как-то вот с такого другого ракурса смотреть, решать, и это вот такой вот навык, которым в целом мне очень импонирует, и я вот стараюсь тоже смотреть, скажем так, на мир через такую вот призму.
Из-за масштабирования, конечно, количество и объем задач увеличивается кратно, потому что становится больше игроков, больше сотрудников, больше каких-то вопросов. Изначально там не было особо как даже разделение, скажем так, на отделы. Сейчас уже есть то, что есть тот, кто отвечает за одного, кто отвечает за второе, кто отвечает за третий. Все это между собой суммарно все это как-то нужно организовывать, чтобы этот весь процесс шел гладко, быстро и без лишней бюрократии при этом, потому что зачастую проблема масштабирования приводит к тому, что появляется очень много, даже не то, чтобы, как это часто говорят, бумажная волокита или что-то такое, но вот просто из-за того, что нужно что-то согласовать, что-то там сделать, и все это нужно там накладывается одно на второе, на третье, из-за этого замедляется деятельность, скажем так. Со стороны это может быть не видно, но типа внутри какие-то процессы начинают идти медленнее. Я пытаюсь сделать так, чтобы такого не было. Чтобы все вопросы входящие, все прочее, чтобы все это решалось быстро, чтобы можно было с одним закончить, перейти к следующему, с одним закончить, перейти к следующему, чтобы не было такого, что в чем-то там затык, тормоз, и поэтому мы там что-то не делаем. При масштабировании для этого нужно мне было больше организовать процесс, скажем так, связанные как раз и с документами, и с финансами, так, чтобы это все оставалось так же, как будто это вот как маленький стартап. Я по-прежнему считаю, что Team Spirit — это стартап, и стартапом мы останемся. С точки зрения, наверное, даже как мы движемся, как мысли-то, если вот как организация, если вот говорить глобально, то мы все равно, наверное, есть и будем стартапом в этом плане. Возможно, для кого-то это плохо, для кого-то это хорошо, но это вот так есть, и мне кажется, так оно и будет. Энергия стартапа — это в том плане то, что вот люди, которые там работают, чтобы они были заряжены. Ты ищешь работу, чтобы вот там нужно зарабатывать, нужно обеспечивать семью и прочее. Вот здесь я этого вижу в меньшей степени на самом деле, потому что многим людям реально по кайфу именно работать, именно им доставляет удовольствие именно сам процесс работы, а не то, что они там за это получают деньги. У многих людей прослеживается, я часто это вижу, поэтому, не знаю, это прям кайфово. Мы считаем, что важно доверять людям, и что люди будут, собственно, в ответ также относиться к нам, как мы относимся к ним. То, что касается либо согласования, либо каких-то бюджетов, смет, либо на какой-то проект, либо на что-то, какой-то сайт, историю, либо еще на что-то. За это происходит все быстрее, потому что каждый доверяет друг другу, и если к нам кто-то вот приходит с чем-то, то процесс запускается сразу же практически, потому что уже есть понимание, как это будет, как это все будет сделано, и то, что все будет прозрачно, да. Что касается вот именно отчетности по тратам, у меня есть доверие к сотрудникам, но при этом каждую копейку все у меня записано, и все это просто вот именно в ежегодной как бы отчетности, чтобы это все было как бы правильно, все сошлось просто, и все. Нет такого, что я там прям каждое такси у каждого буду проверять. То есть мне там, например, могут скинуть, там не скидывать там 20, там 30 просто скриншотов, может кто-то, например, там скинуть. Оттуда ли он поехал туда ли? Или, ага, вот тут он задержался на 5 минут, что он там делал? То есть, такого нет, потому что это бессмысленно. Если говорить про поездки игроков на турниры, то турнирные операторы, как правило, ответственны и за питание, и за проживание игроков. Там кто-то хочет жить один, кто-то не хочет жить один. Тут вот именно какие-то такие вопросы, да, приходится решать. Но это вот именно, да, это уже такое чисто индивидуальное. И есть всякие свои нюансы, которые там это уже, так, может, внутри коллективов, либо еще что-то. Я обычно никуда не езжу, я только там один раз на Инт ездил, и все. Поэтому не любитель именно турниров. Только вот на мажор пока хочется съездить, потому что интересно посмотреть. Финансовое планирование, скажем так, да, то есть именно то, чтобы понимать, к чему ты стремишься в ближайшие там несколько лет, и как ты можешь это получить, что тебе для этого нужно, какие ты сейчас располагаешь ресурсами, какие ресурсы тебе для этого нужны, если тебе что-то не хватает, откуда эти ресурсы взять, и как это вот все сорганизовать так, чтобы это было через несколько лет так, как ты хочешь. Там можешь в один год выиграть все подряд, а следующий год у тебя может быть максимально провальным. Поэтому нужно вот именно динамику несколько лет как-то смотреть и из-за этого исходить, скажем так. Сейчас Spirit с финансовой точки зрения уверенно стоит на ногах, да.
Я думаю, горизонт планирования для киберспорта 5 лет — это слишком много. Как бы 1 год мало слишком, да, 5 лет слишком много. 3 года — это, наверное, самое оптимальное, потому что, опять же, за 3 года киберспорт может измениться, и непонятно в какую сторону. Например, Dota может немного просесть. Да, там КС сейчас на пике своей популярности. Непонятно, как он будет ли он так же, или будут какие-то изменения, какие-то другие дисциплины, что там будет, то, что будет подниматься, что будет не подниматься, какие-то там новые, может быть, законы, какие-то ограничения, либо еще наоборот, может быть, там Олимпиады. Очень много факторов, которые могут влиять, а мы зависим от этих внешних факторов. Минус в целом вот киберспортивных организаций, если мы говорим с точки зрения какого-то бизнеса, то, что мы зависим и от игроков, и от издателей компьютерных игр. То есть у нас нет такого, то, что мы можем прям вот полностью независимо 100% что-то планировать, и так оно и будет, потому что там у нас есть какие-то там есть продажи, товар, да, то есть вот, нет такого. Мы зависим все равно от игроков и от издателей, так или иначе. И от этого никуда не деться. Поэтому вот нужно балансировать во всем этом, да. Падение доходности, конечно, можно как бы компенсировать за счет каких-то сэкономленных, накопленных средств, но нужно разбираться в причинах падения этой доходности, и, возможно, для этого нужно какую-то расходную часть тоже сокращать, потому что не может быть такого, что у тебя есть падение доходности, такой, ну ладно, вот мы там заработали, будем сидеть, это неправильный подход, ведет никуда. В любой причине падения, скажем так, доходности нужно разбираться и на это реагировать. Что касается финансовой грамотности игроков, которые вот, там, начали выигрывать призовые, большие деньги, да, вот, к нам начали приходить, не все умеют тратить деньги, распоряжаться этими деньгами. Для многих игроков нормально, например, накапливать какую-то сумму определенную призовых, то есть не то, что вот призовые пришли, они сразу себе их на счет получают. Потому что когда вот приходят, там сколько-то призовых пришли, потом еще немного призовых пришли, они как-то вот растворяются и начинают тратиться. То купил, все купил, это купил, и в итоге как бы ни на что как бы не откладываешь, не инвестируешь, то есть значимого, скажем так, вот выхлопа, несмотря на то, что много вроде бы там зарабатываешь, не происходит. Поэтому многие игроки, да, они наоборот накапливают какую-то определенную большую сумму, и это уже как-то либо инвестировать, то есть там покупка квартиры, либо еще что-то, да, то есть какие-то такие вот там, например, вещи. Железный банк Team Spirit, как бы, есть такая вот тема, которая условно, да, то, что игроки зачастую они накапливают какие-то большие суммы, и потом уже либо они сами, либо спрашивают нас, как лучше этими деньгами распорядиться, например, во что там инвестировать. У кого-то есть какие-то свои там, например, мечты, да, которые они хотят там исполнить именно с точки зрения каких-то вот денег, да, там, например, что-то купить, там, хочу себе там, не знаю, там, может быть, там машину какую-то, либо еще что-то, да. Это вот из таких вот материальных именно квартира там, вот, там родителям, либо еще что-то, чтобы родители уже там сами, то, что они там как что знают, и родители там уже как-то ими будут распорягаться, да, на доверие все-таки там, да, там родственники и прочее. Если мы говорим про там активное инвестирование, это сжирает очень много времени. Нужно этим именно заниматься, иначе это бессмысленно. Либо передавать на доверенное какое-то управление, но там это тоже с этим есть нюансы и прочее. Поэтому да. Если к нам игрок приходит с какой-то проблемой, либо просьбой, то это не важно, что это за проблема и просьба, мы постараемся помочь максимально, как мы можем. То есть это не обязательно же связано там либо с финансами, либо еще с чем-то, может быть что-то личное. Какая угодно может быть проблема, с которой мы постараемся помочь, потому что, опять же, для нас игроки это самое важное, что может быть. Я думаю, что можно так считать, что в Spirit есть какая-то культура уважения к деньгам, финансовой грамотности. Но вот, например, если вот вспоминать, когда был 10-й инт, который мы выиграли, если вот мы говорим про тех игроков, у нас отдельно была финансовая грамотность, как распоряжаться инвестициями, куда это инвестировать и прочее. То есть у нас отдельно был финансист из банка, с которым они встречались, с которым им рассказывала и лично, и в группе, как правильно, и потом они с ними уже как-то консультировались, и там уже дальше как что. Но это вот именно только вот один такой случай, вот если мы говорим про финансовую грамотность, вот только вот тогда вот я помню, что такое было. Там сумма просто была еще тоже, для там 18-летних парней, это слишком большие деньги, потому что, поэтому нужно было, чтобы они их не потеряли, а как-то как минимум сохранили, приумножили. Лично у меня тильта бы не было, если кто-то из игроков как-то проебал свои там деньги, скажем так. Из-за чего мне тильтовать? Из-за того, что он так сделал, он бы так, значит, он так бы сделал в том или ином, в любом бы случае. Такой вот человек. Что поделать? Типа, тильтовать из этого нет смысла. Камон.
человечные отношения, то есть ближе как семья. Вот это, мне кажется, вот с точки зрения, если рассматривать философию Spirit, каждый человек все равно индивидуальность, но при этом все как-то помогают, что ли, друг другу. Вот все суммарно, это вот как, не знаю, большая шведская семья, что ли. Можно назвать ли это философией или не философией, просто так сложилось, и это работает. А то, что там именно какая-то философия, высокопарные какие-то там фразы, то, что вот у нас там такая-то вот философия, это, ну, типа, не знаю, этого я не знаю, как... Как я вижу, то, что Spirit еще не добились, и к чему еще стоит как бы стремиться, это, наверное, все-таки развитие в других дисциплинах и каких-то еще проектах. Лично для меня не то, что там выиграть, например, еще там 5 мажоров, там 10 мажоров. Это прикольно, но очевидно то, что любая команда, она должна побеждать, да? Ну, не то, что должна стремиться побеждать. Нужно стремиться к тому, чтобы это было прям масштабная мультигейминговая организация, которая может не только там вот там Dota, CS, MLBB, PUBG, но как бы вот, наверное, все-таки охватывать различные сферы. Не обязательно даже это мы говорим про какие-то другие дисциплины, а вот как-то более глобальные сферы. Вот я думаю, только если так вот. Если мы говорим в области киберспорта, опять же. Так-то, если мыслить прям более глобально, ничто не мешает ограничиваться только киберспортом и какие-то пойти в другие направления. Если мы говорим глобально, да, вот с точки зрения бизнеса, бизнес он может как бы расширяться в разные сферы, не обязательно связанные там с чем-то только одним, да, но это уже вот именно прям, если говорить именно про бизнес. Эффективно использовать бренд Team Spirit в каких-то других сферах возможно. Кафе, бары, там, рестораны, какие-то, может быть, площадки, да, взаимодействия, да, там, с фанатами еще. Ну, если мы говорим вот именно в рамках Team Spirit, то это вот самое какое-то, ну, такое очевидное, да, куда можно двигаться. Разные, скажем так, пути развития, которые в теории возможны. Я занимаюсь тем, то, что мне нравится, и в той сфере, в которой мне это нравится. И это изменение, вот, опять же, органично повело мою жизнь в другую сторону, в которой мне нравится, скажем так. Из-за того, что я очень давно работаю, это просто, ну, немного, ну, связано просто с моим взрослением как человека. То есть это вот параллельно идет, да, то есть и взросление меня как человека, да, вот как сотрудника, и рост организации, вот ее как-то движение вперед. Я думаю, это в две стороны работает. То есть мы как бы это вот все вместе как-то идет движение, и все меняется, поэтому тут да. Хотелось бы видеть то, что это будет просто топ-1 в мире, скажем так, организация киберспортивная, которая будет задавать стандарты в медиа, что и в киберспорте, и во всех вот таких сферах, которые связаны с киберспортом. Та планка, которую мы задали во всех вот, скажем так, каких-то областях касательно киберспорта, чтобы она была, ну, сохранилась такой же. Это было бы прикольно на это посмотреть.